Доброго времени суток, коллеги. Меня зовут Сергей Привалов. Я Data Science инженер в компании Smart Business. Немного о себе. Более 4 лет разрабатываю на языке программирования Python. Из них 2 года разработки веб-приложений Flask и уже более 1 года работы с Data Science, а именно сбор и обработка данных и предиктивная аналитика. Сегодня мы поговорим про внедрение Machine Learning Lifecycle в повседневную жизнь на примере такого замечательного фреймворка, как MLflow. Для начала, что же такое Machine Learning Lifecycle? Каждая модель и обучение модели имеет свою цель. Этим занимается Business Understanding, который ставит цели, понимание того, что надо достичь, какие задачи, какие метрики необходимо оценить. Дальше, конечно же, идет Explorative Data Analysis, то есть мы оцениваем, какие данные у нас есть, что с ними делать, как можно очистить, что может нам больше надо. И начинается достаточно рутинная работа именно по разработке моделей, оптимизации и, конечно же, деплой. На помощь нам может в этом всем прийти MLflow. MLflow — это open source платформа для реализации Machine Learning Lifecycle. Это разработка от Databricks, они главные разработчики, и, конечно же, они используют MLflow для трекинга, моделирования, для деплоя в своем продукте, который называется Databricks. Azure Machine Learning Studio имеет нативную поддержку MLflow, поэтому это огромный плюс, так как огромнейший cloud-провайдер может использовать его, скажем так, под капотом. MLflow предлагает 4 компонента. Это же, конечно же, сердце этого всего — это трекинг, проекты, модели и Model Registry. Предлагаю пройтись по каждому из них. Первый, конечно же, это MLflow трекинг. Я бы назвал это сердцем MLflow, так как он позволяет логировать метрики, то есть модель натренировалась, какие у нее метрики. Их может быть множество, особенно когда мы начинаем заниматься тюнингом модели. Тюнинг модели — это может натренировка тысячи моделей. И было бы плохо потерять метрики, с которыми были натренированы модели, либо заскорены. Также трекинг параметров. Трекинг параметров — это с какими параметрами мы настраивали модели. Может, это другая служебная информация, которую мы хотим использовать для сравнения. И, конечно, логирование артефактов и самих моделей. Артефакты — это может быть датасет. Это могут быть дополнительные материалы, например, визуальные материалы, которые показывают картину, которые, например, распределение данных в датасете. И, конечно же, логирование моделей, о котором мы немножко поговорим дальше. MLflow предлагает такую серьезную вещь, как трекинг-сервер, который позволяет сделать универсальный, глобальный репозиторий моделей и артефактов. Что это нам дает? Вне зависимости, на чем вы работаете, на чем запускаете код, это все результаты обучения, деплоя и трекинга будут собраны в одном месте. И как изображено на слайде, вы можете работать с ноутбука, без проблем залогируем. Запустили это на локальном компьютере, без проблем. Работает это где-то в клауде, то же самое. Вместе с трекинг-сервером MLflow предлагает универсальный и очень практичный UI, на котором вы можете проводить фильтрации, то есть выбрать модели, которые имеют определенные параметры, либо выбрать определенный тип модели. Можете сравнить модели, одну, несколько, все вместе. Также вы можете провалиться и посмотреть метрики, сравнить метрики. И это все делается легко с помощью UI. Следующая компонента — это MLflow Project. MLflow Project позиционирует себя как универсальный метод упаковки вашего кода. То есть кода, который может заниматься, например, тренировкой. Для этого необходимо создать и написать всего лишь один файл, который называется MLProject, в котором вы описываете, какой вы будете использовать environment. То есть это может быть кода, вы передаете все необходимые библиотеки, пэкэджи и так далее. Вы можете использовать его со своего
локального environment, либо же вы можете сказать, чтобы он разворачивал докер, определенный image, и таким образом вы получаете проект, который можно заранить на любой машине, что в клауде, что на локале, и без вопросов о том, что надо развернуть инфраструктуру, куда это все логировать и так далее. Обсудим MLflow Models. Хорошо, что мы можем тречить все обучения, но плохо, когда мы теряем сами модели. Особенно если это какой-то большая оптимизация, и когда тренируется множество моделей, и мы их легко можем потерять. Особенно если мы еще тренируем на разных машинах. То есть это может быть какие-то тысячи локальных файлов, которые непонятно где лежат. Поэтому также MLflow предлагает такой компакт формат, как MLflow Models, который таким же самым образом может описать, что это за модель, когда она была натренирована, кем, что необходимо для ее запуска, так называемый flavor. MLflow позиционирует себя как универсальная платформа, поэтому вы можете натренировать практически на любом фреймворке модели и использовать одну и ту же код-бейс для того, чтобы что натренировать, что запустить любую модель. И также MLflow Models дает возможность буквально в одну строку задеплоить модель. То есть она предоставляет какой-то свой стандартный флейвор, это такой скрипт, который просто-напросто принимает данные в определенном формате, прогоняет через метод predict модели и отдает вам результат. Но также вы можете этот весь код держать, написать в собственном стиле, написать необходимые функции при процессинге, и он будет операционализироваться и также деплоиться с вашими кастомными скриптами. Когда есть много моделей, особенно на продакшене, необходимо иметь возможность персонализировать, необходимо иметь возможность с легкостью перевести эту модель в продакшн, либо наоборот перевести в стейдж какой-то, например, как тестинг и так далее. Для этого нам приходит на помощь Model Registry. Model Registry — это небольшая прослойка как в UI, так и в коде, которая помогает создать дополнительную сущность, а именно модели, то есть именованные, и которые будут за собой содержать run, да, в котором содержится артефакт самой модели, которую мы хотим запустить. Таким образом, с нас снимается необходимость помнить, когда мы натренировали модель, в каком ране, помните длинный хэш его. Мы просто, зная название модели, можем запустить скрипт, и он подтянет автоматически самую актуальную модель. Предлагаю перейти к демо, чтобы более наглядно увидеть всю простоту и красоту MLflow. Как уже и говорилось, сердцем этого всего, разумеется, есть трекинг-сервер. То есть это место, которое будет принимать все ваши данные, все трекинги, все модели, артефакты, самороутить. Стоит указать, что он имеет под собой две компоненты. Это backend store, то есть это может быть это вещь, куда будут сохраняться сами эксперименты, то есть логи и так далее. Это может быть как просто локальные файлы, это может быть практически любая база данных, может быть и облачная база данных, что дает нам возможность сделать глобальный трекинг-сервер, который можно будет достучаться абсолютно с любого места и с любой машины. И также артефакт root. Это место, куда будут сохраняться артефакты. Так как артефакты могут быть как и маленькие файлы, так и большие, MLflow предоставляет множество коннекторов, которые помогают вам с легкостью сохранять ваши файлы как и на локальной машине, так можно и сохранить, например, Amazon Buckets, либо Azure Blob, либо на любой cloud-провайдер, либо же даже на
FTP-сервер. Тем более MLflow предлагает гибкую систему плагинов, что, допустим, если нету поддержки какой-то технологии, которая вам нужна, вы можете дописать плагин и таким образом дополнить список, сделать какое-то распределенное хранилище данных, либо же поменять структуру, в котором оно сохраняет все эти данные. Сейчас мы поднимаем трекинг-сервер, который будет все результаты складывать в SQLite базу данных и будет локально сохранять все артефакты. И тем же самым поднимает наш UI, который мы рассмотрим немного позже. Относительно простоты имплементации MLflow может сказать код, который я хочу продемонстрировать, который покажет, что достаточно легко изменить существующий код, который у вас есть, для того, чтобы внедрить именно трекинг. Мы видим перед собой обычнейший, даже банальный код, который берет стандартный датасет scikit-learn, достает x, y, то есть фичи и таргет, сплитит их на трейный тест. Дальше мы тренируем модель, получаем prediction, получаем метрику и самое главное, это надо все залогировать. Логирование происходит следующим образом. Мы запускаем, инициализируем так званый MLflow run. Это делает то, что регистрируется определенный хэш, и под этим хэшом будут регистрироваться все наши артефакты и метрики. Следующей строкой мы логируем параметр. Параметр model будет называться и имеет значение dt, то есть decision tree. Таким образом, мы с легкостью можем натренировать различные модели, дать им разные метки и потом сравнивать, что мы хотим, с чем хотим и так далее. И, конечно же, логируем метрику. У нас на данном примере только одна метрика, но их может быть несколько, много разных, и UI, как мы увидим позже, может дать с легкостью возможность сортировать, выбирать и так далее. Ну и, конечно же, мы логируем сам объект. Так как это scikit-learn, будет выбран pickle формат, то есть сам MLflow создаст необходимый файл и занесет его в артефакты. Также для того, чтобы этот код было легко запустить, мы перейдем, конечно же, к ML-Project. ML-Project мы просто пишем самый простой набор инструкций, который поможет нам запустить наш проект независимо от окружения и так далее. У нас есть единственный параметр глубина. Это глубина, который будет передаваться в модель как гиперпараметр. И на данный момент это единственное, что может изменить наши результаты. Ну и, конечно, команда. Команда — это которая будет запускаться. То есть мы запускаем просто скрипт и передаем туда параметр. И запускаем наш run. Так как у нас файл локально, мы просто указываем точку, как указывание на root директорию, точнее на эту директорию. Большим плюсом есть, конечно, что этот весь код вы можете опубликовать на GitHub и запустить, допустим, этот код, просто указав ссылку на GitHub. Но автоматически склонит проект, сбилдит, если необходимо, и запустит. Укажем, что мы не хотим, чтобы у нас устанавливалась конда, и передадим тот параметр, который указали. И запускаем обучение. На данный момент это всего лишь один скрипт, то есть это простой пайплайн, и он должен достаточно быстро отработать. Но вы свободны в том, чтобы это иметь разные скрипты, разные даже языки, и написать более сложный пайплайн, который принимает данные, препроцессит их, каким-то образом еще преобразовывает, и потом только обучает.
Как мы видим, оно зарегистрировало нам run, получило у него, присвоило свой ID и запускает весь необходимый скрипт. Также есть возможность, как я уже говорил, билдить Docker. И эта команда просто, если есть наличие Docker на компьютере, он поднимет необходимый образ, задеплоит и так далее. Либо же самый простой вариант конда, когда он создает переменный environment, устанавливает необходимые библиотеки и потом с него запускает, что есть более надежно. Как мы видим, у нас run успешный, и предлагаю перейти на наш UI. Как мы видим, у нас есть run, он успешный, есть время, есть пользователь, есть код откуда, есть хэш гита, есть вся необходимая информация. И мы видим метрику, можем провалиться, увидеть более расширенную информацию, можно добавлять теги и видим артефакты. У нас всего лишь один артефакт, это модель. Есть Conda YAML, это все необходимые библиотеки для того, чтобы запустить модель, есть сам Pickle и есть ML Model. Это то, что описывает все необходимое для того, чтобы запустить, операционализировать эту модель. То есть оно говорит, что мы используем здесь вот этот файл, что мы используем scikit-learn, такую версию Python, и кем и чем это было натренировано. Теперь следующим шагом мы натренировали модель и предлагаю вам ее операционализировать. Мы берем хэш эксперимента, то есть чтобы MLflow понимал, откуда взять наш артефакт. Воспользуемся модулем Models у MLflow и скажем, что чтобы он операционализировал определенную модель. У нас будет она следующая. Передаем хэш, указываем, что мы хотим поднять только один воркер и чтобы она хостилась на 505 порте. И укажем помимо хэша еще расположение где лежит наша модель. Как мы помним, она лежит в папке Model. MLflow нам сообщает, что берется дефолтный Python function flavor, то есть будет просто загружен Pickle без всяких препроцессингов и запустится. Однако, если вы используете другие популярные фреймворки, например, H2O, либо Keras, либо TensorFlow, вы просто используете flavor данного фреймворка, который сам берет на себя все необходимые этапы логирования модели, то есть сохранения модели и, конечно же, все, что необходимо для того, чтобы ее запустить. Как мы видим, что у нас на 505-м порте localhost работает модель. Для того, чтобы туда
запустить данные, нам необходимо будет в определенном формате сделать пост-запрос. Мы его сделаем чуточку позже, после того, как мы еще поговорим о Model Registry. Как мы увидели немного ранее, нам надо указывать непосредственно хэш эксперимента, в котором происходило обучение, что может быть очень неудобно, особенно когда много моделей, когда вы поменяли модель и надо в продакшн внести другую модель. Для этого используется как раз Model Registry. Model Registry, что он делает? Мы в один клик можем зарегистрировать модель. То есть мы модели даем просто имя. Таким образом, мы видим, что у нас есть модель Boston, есть у нее версия, и что вот эта версия, которую мы только что зарегистрировали, она не относится ни к одному стейджу. И, допустим, мы хотим вот эту модель, которую мы натренировали только что, перевести на продакшн. И теперь для того, чтобы операционализировать модель, нам надо обратиться немножко по другой ссылке. И stage модели. Таким образом, запустится та же самая модель, однако мы теперь уже отвязаны от того, чтобы использовать хэши, и мы можем добавить разные стейджи, мы можем где-то использовать продакшн, где-то можем стейдж, можем где-то какой-то тестинг использовать. Огромнейший плюс как MLflow Models и так MLflow Projects есть то, что по дефолту они запускаются локально, но также без особых изменений их можно запустить в клауде. MLflow Projects нативно работает с Databricks, то есть вам необходимо только указать определенные credentials, и таким образом будет запуститься кластер, и на кластере та же самая команда, тот же самый код запустит вам обучение модели. MLflow Models позволяет также деплоить модели на практически любой cloud-провайдер. Тот же самый Azure Machine Learning Studio. Вам только необходимо предоставить определенные credentials для того, чтобы она могла достучаться, указать конфигурацию машины. Она может как задеплоить на одной машине, может так задеплоить и на Kubernetes. Что дает нам огромное преимущество, то что у нас есть трекинг-сервер, который на себя берет возможность сравнивать модели, регистрировать модели, и нам надо буквально в один клик можем поменять модель, зарегистрировать новую модель в продакшн, которая после перезапуска веб-сервиса, который занимается операционализацией, подтянет новую модель. Также для примера мы можем запустить обучение с другим параметром, увидеть еще эксперимент и сравнить их. Как мы видим, уже зарегистрирован run, однако еще статус его, что он в процессе. У нас зарегистрировалось, мы видим метрику, мы можем отсортировать по ней. То есть, если бы у нас было больше моделей, это было бы легче, либо и удобнее. И можем сравнить. То есть, оно делает обычное сравнение по параметрам, ну и также дает нам возможность иметь график, где мы видим метрики. То есть, было бы больше моделей, разного типа моделей, этот график был бы более наполненный, что давало бы нам всю необходимую информацию для того, чтобы выбрать, какую модель мы хотим использовать. Ну и последнее, это, конечно же, предлагаю посмотреть на операционализацию, точнее, сделать запрос.
и увидеть, как у нас отрабатывает наша модель. Делаем все шаги по подготовке данных для того, чтобы отправить на модель. Готовим данные на отправку, так как операционализация принимает запрос в формате JSON. И делаем сам запрос на localhost route invocation. Да, прошу прощения, мы же выключили. Вот. Запускаем еще раз операционализацию. Какое демо без опечаток. Как видим, оно нашло модель, будет сейчас запускать операционализацию. Еще одна важная особенность операционализации в MLflow, то что можно написать так званую свою сигнатуру. Что значит сигнатура? То, что вы можете определить, в каком формате сервер операционализации будет принимать данные и отправлять. Таким образом, вы можете с легкостью и с гибкостью большой использовать это все и в продакшене. Также уже упоминалось то, что это все можно хостить и на клауд-провайдере, что помогает нам один и тот же код практически с одними и теми же командами использовать в повседневной жизни как для тестирования, так и для продакшена. Как мы видим, у нас response 200, код отработал, мы отправили 2 строки из теста и ожидаем, что мы получим 2 результата. Мы получили цену. Вернемся к презентации. Так, и все-таки, почему MLflow? В первую очередь MLflow дает возможность реализовать все необходимые компоненты, как трекинг, упаковка кода, упаковка моделей, персонализация в одном месте и с помощью одного API. Таким образом, вы не должны беспокоиться о том, что у вас что-то может не заработать, необходимо что-то дорабатывать, необходимо что-то переписывать. И, конечно же, второе основное преимущество – это то, что один и тот же код, то есть кодбейс, можно запустить как локально, так и на любом клауд-провайдере. И также предоставлю полезные ссылки для того, чтобы вы начали использовать MLflow в своей повседневной жизни. Спасибо. Ждем ваших ответов, вопросов.
Вопросов нет. Спасибо большое. Спасибо всем за внимание и что вы были с нами.